Вчера Valve случайно слила Steam Frame в сеть. Похоже, эпоха бесконечного ожидания подошла к концу. Грядущая VR-революция от Valve под названием Steam Frame материализовалась прямо у нас на глазах. И самое ироничное, этот грандиозный слив устроила сама компания. В базе Steam внезапно обнаружились сразу 8 официальных обучающих видеороликов от распаковки и первого включения до тонкой настройки линз, подключения фирменного адаптера и кастомизации ремешков. Эти ролики идентичны тем по продакшену, имеется в виду, как те, что анонсировали предыдущие продукты в лице Steam машин и Steam контроллер. И хотя Valve спешно замела все следы, интернет, как говорится, помнит все. Файлы, которые заканированы буквально на днях, 17 августа, если точно, мгновенно разлетелись по Discord серверам. Хотя чего уж там, они в свободном доступе лежат на YouTube. Сомнений не осталось. Релиз уже скоро. Давайте поговорим об этом. А вы пока ставьте лайки, пишите свое мнение. Всем салам алейкум, это Черный Кумыс. Погнали! Судя по утекшей распаковке, базовый комплект спартанский, но достаточный. Сам шлем, пара контроллеров, прослойка для пользователей в очках, кабель USB-C, документация и, самое главное, тот самый фирменный беспроводной адаптер. А вот блока питания нет. Valve резонно рассудили, что если вы покупаете премиальный VR-шлем, то уже зарядка от смартфона у вас дома точно найдется. К слову, из коробки устройство транспортируется в режиме глубокого энергосбережения, напоминающий Battery Storage Mode от Steam Deck. Для первого старта шлем нужно разбудить по кабелю, а дальше нужно переходить в беспроводной режим. Конструктивно фрейм выглядит как серьезная работа над ошибками. Основная масса смещена на затылок, что должно избавить нас от эффекта кирпича на лице. Шарниры регулируются, лицевая накладка меняется в пару кликов, а проставка для очков элегантно отодвигает линзы, пусть и ценой небольшого сужения угла обзора. Но здесь кроется главная претензия. Valve подготовила отдельный набор Ergonomic Accessories Kit, куда входит верхний ремень, критически важный для баланса веса в долгих сессиях, продвинутая светозащита для носа и кастомные ремешки контроллеров с интегрированными крышками батарейных отсеков. Система крепления на защелках выглядит потрясающе и наверняка спровоцирует бум 3D-печати, но возникает закономерный вопрос. Если этот верхний ремень делает жизнь в VR кардинально лучше, почему он продается отдельно? Похоже, Valve решила пойти по проторенной дорожке конкурентов, оставив максимальный комфорт вне базового ценника. Настройка межзрачкового расстояния IPD реализована механическим колесиком с удобным фиксатором. Отличная защита от случайных сдвигов во время активной игры. Правда, инструкция «крутите, пока не станет четко» звучит архаично на фоне того же PSVR 2, где интерфейс сам направляет вас с помощью отслеживания глаз. Впрочем, отслеживание зрачков Eye Tracking в Steam Frame выполняется куда более монументальную задачу – фовиальный стриминг. Шлем рендерит картинку в максимальном качестве и битрейте ровно в той точке, куда вы смотрите прямо сейчас, безжалостно урезая детализацию по периферии. Взгляд смещается, зона высокой четкости мгновенно следует за ним. Это умно, экономить пропускную способность сети. Как говорится, зачем передавать по воздуху идеальные 4К текстуры туда, где игрок даже не смотрит. Правда ведь? Ролик с беспроводным адаптером — это, пожалуй, главная фича. Никаких танцев с бубном. Вы втыкаете адаптер в свой ПК, Steam автоматически подтягивает драйверы и выводит список VR-игр прямо в меню шлема. Жмете кнопку Stream и вы играете. Как я понял, Frame задуман как компаньон для вашего уже существующего мощного домашнего ПК. При этом компания тизерит некий режим суперсоединения, объединяющий каналы фирменного адаптера
адаптера и домашнего Wi-Fi. Точная механика пока не раскрывается, но посыл, мне кажется, ясен. Беспроводной PC-VR здесь фундаментальная основа устройства. Valve не пытается запихнуть в шлем слабенький мобильный чип, хотя кто-то обязательно будет спорить в комментариях. Спорь, чтобы тягаться с автономными гарнитурами. Вся тяжелая графика останется на плечах вашего десктопа, а фрейм лишь элегантно принимает поток, отслеживая движение и взгляд. Однако автономный режим на базе ARM также есть в наличии. Компания уже готовит программный слой и трансляции, привет, Протон, и формирует отдельную библиотеку совместимости Great On Frame. Valve хочет повторить фокус со Steam Deck, скрыть от пользователя всю техническую изнанку Linux гейминга, кодеков и сетевых протоколов, оставив лишь кнопку «Играть». И, честно говоря, такой подход лично меня достаточно интригует. Появление таинственного G-Man в обучающих роликах тонко намекает на интеграцию с Half-Life Alyx, в коде которой как раз недавно начались подозрительные шевеления. Но главный вопрос — дата запуска. Вспомните наш недавний обзор новенького Steam контроллера. Кстати, если не смотрели, обязательно посмотрите, я зачем его делал. Или ту жаркую поносовщину, проще говоря, июльский розыгрыш геймпада Steam контроллер. Кстати, мы разыгрывали. Кто помнит, отпишитесь, кто был на этом легендарном событии. Тогда официальные гайды к устройству всплыли в сети буквально за 10 дней до старта продаж. Параллель со Steam Frame напрашивается сама собой. Учитывая, что 24 августа, кто не знал, Valve празднует свое 30-летие, представляете, а в SteamOS и базе данных все кипит от подготовки. Анонс в конце августа или сентября выглядит практически неизбежным. С датой, как говорится, все понятно. Мы дождемся в любом случае, а вот с ценой все не так однозначно. После того, как Steam Machine оказалась ощутимо дороже смелых ожиданий комьюнити, иллюзий насчет бюджетного Steam Frame подубавилось. В кулуарах звучат пугающие прогнозы от 1200 до 1400, а то и $1500. И если ценник действительно пробьет потолок в $1000, а то и дальше, устройству придется выживать в невероятно агрессивной среде, где его будут сравнивать не только с элитным PC-VR шлемами, но и с доступным массовым альтернативой вроде Quest. Добавьте к этому платный набор для комфорта, и картина становится совсем грустненькой. Хотя и на шлем будут очереди до 2028 года, я абсолютно уверен. Но лично меня он не интересует, если вам это было важно узнать. Будем посмотреть, как говорится, получится ли у Габена повторить феномен Steam Deck, или же Frame останется нишевой игрушкой для хардкорных энтузиастов. Решит, как по мне, все исключительно прайс. А что скажете вы? Сколько лично вы готовы выложить за Steam Frame? $700, 1000, 1500, или после анонса ценника на Steam Machine вы не целевая аудитория нового железа Valve? Жду вашего мнения в комментариях. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк этому ролику. Подписывайтесь на нашу кумысышную в телеге. Подписывайтесь на Бусти. Всем рахмет за просмотр и саубол.